Всем привет! Началась вторая фаза финального босса 7-го сезона. Босс у нас усилился. В этом ролике мы рассмотрим варианты команд, что мы там вообще изменяли, также замены. Плюс некоторые герои от пробуждений своих имеют свои способности, например, к заливке навыка, поэтому у кого пробуждений нет, также буду объяснять, что делать. Поэтому слушаем внимательно. Босс очень сложный и нюансов очень много. Также, начиная с первой команды, я основные моменты разберу, поэтому, дабы сэкономить ваше же время, я в каждой команде по 10 раз одно и то же повторять не буду. Поэтому смотрите, начиная именно с первой команды, даже если она вам не интересна. Что у нас вообще, собственно, изменилось? На втором боевом теперь у нас добавилась порезка абсолютного навыка на 25%, что очень неприятно. И также на предпоследнем навыке он счищает с себя все ослабления, которые мы на него накладываем. Из-за этого на многих командах урон просел практически в 2 раза, а то и больше. Некоторые команды я смог сделать так, что потери были в принципе не такие огромные, где-то процентов 25-30, что вполне приемлемо. Ну и что ж, давайте приступим к обзору команд. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин. В ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Начнем, пожалуй, с команды яда, так как будет проще объяснить, как обходить вот эти новые моменты, которые у нас добавились на боссе. Так как у нас порезка навыка, логично предположить, что играть придется через сопротивление. Но опять-таки это можно делать не на всех героях. Не обязательно всю команду собирать полностью в сопротивление. И также не обязательно делать полностью там цикл какой-то, либо 18-17 там через ускорение пытаться. Тут суть в том, что либо мы команду разгоняем на 15 секунд, если это вообще возможно, либо мы делаем цикл вообще 30. Я пробовал разные варианты, я сегодня весь день тестил. И если мы будем цикл делать, как у нас раньше был, допустим, 18, либо 17, либо вообще 16, и выставим цикл 30, то урон у нас будет либо такой же, в лучшем случае, либо вообще меньше, чем с циклом 30 секунд. Это связано с тем, что, во-первых, рандом, скорее всего, будет прокать, так что нас все равно иногда будут резать. Даже если бой пройдет идеально, то из-за того, что босс будет счищать с себя разлом брони, а это уже половина урона, потому что у него будет порезка защиты, которую он, собственно, счистит. И из-за того, что цикл будет построен как попало в данном случае, то есть либо 18, и мы будем попадать на такие участки, что, допустим, разлом кинется здесь, и босс его по сути сразу же счистит. И то есть на яде я сделал, что я поставил цикл вообще 30 секунд, и урона у меня вышло больше, чем я, допустим, делал без тайминга вообще, либо пробовал цикл выставить. У меня в лучшем случае получалось достигнуть результат такой же, как с циклом 30 секунд. У нас добавился саппорт Огак, и соответственно минус ядовик плюс смещение цикла, и того где-то половину урона почти я потерял. Но я смотрю, сколько бьют остальные, в принципе это, я так понял, еще и нормальный урон. Также сейчас сразу же по заменам, так как не у всех есть там и ловкачи, латеры и так далее. Базовый цикл, это который вот я использую, вот такой, такие вот тайминги, Огак, рейты тоже смотрим, так как это у нас в принципе меняться не будет. Если у вас нет латера, то возвращаем в команду твича, потому что именно твича я убрал. Также если нету ловкача, то ставим сакридею, если у вас свободная команда разъедания, либо ставим дуранга. Ну и в принципе, исходя из этих таймингов, примерно так и ставим. Только к латеру это не относится, у него свой тут тайминг. То есть если какую-то замену производите, то просто, допустим, между серпентемис и ловкачом просто в цикл их ставим, и все. Допустим, Twitch, ну, к примеру, пусть будет 10,5, ну, допустим. И то же самое дуранга. Допустим, Twitch у нас будет с разломом, и уже после него будет ультовать дуранга. Если ставите твича, то, соответственно, с рейты мы ракушку снимаем, потому что именно Twitch будет ультовать и дать разлом тогда, когда нам нужно, а не тогда, когда получится. То есть здесь ракушка это как крайняя мера, потому что на твиче она заходила намного лучше. Но данная команда нам не оставляет выбора, как поставить ракушку именно на рейту. Также Огак у меня здесь в сопротивлении, и на остаток я уже взял ему просвещенности. Сопротивление я не раздаю, потому что смысла нету, так как герои успевают ультануть до того, как пройдет порезка. И латер уже ультует после порезки, его заливает рейта, и он совершает свой прыжок. Либо иногда он даже делает это перед тем, как его зальет рейта. То есть мы набираем стаки яда,
и по ним уже ртуть латер. Так что то, что его режут, это так у меня в принципе и задумано. Рейд у меня также сопротивление и точность. Таланты используем вот эти, и не забываем про ускорение. Цвет кукольник именно на ней. Я ее поставил сюда, чтобы босс ее просто уже не трогал. Так как если персонажа, который в кукольнике, начнет швырять туда-сюда босс, соответственно тайминги у нас на рейте съедут. В итоге съедут и на Огаке, и мы можем даже тут умереть. Нам это не нужно. Лавкач у нас любит умирать здесь, поэтому я его сделал полностью в защиту. Вообще все, что можно, я дал на защиту, я пожертвовал атакой, чтобы просто он жил, так как ему здесь очень сильно достается. Все остальные персонажи без изменений. Единственное, что я поменял руны, я убрал у них ускорение, потому что оно здесь мне не нужно, и сделал уже атакующие характеристики. То же самое касается и Серпентемис. Я убрал ускорение, так как у меня латер, я поставил вот этот талант, потому что нам яда не хватало, и пришлось сделать именно вот так. Если вы играете без латера, то возвращаем Серпентемис вот этот талант. С ним урона у меня выходило больше. Но так как у нас остается только Лавкач и сама Серпентемис, не хватает латеру, чтобы было прям максимум стаков яда. Поэтому принял вот такое решение, и урона у меня вышло больше. Все, а так в принципе, если Twitch, то ставим вот этот талантик. Расстановка вот такая. Именно при этой расстановке у меня они нормально стали жить. Босс бьет очень больно. Плюс у меня подобраны тайминги так, что когда на нас накладываются ослабления, Огак и Рейта своевременно их в принципе счищают. Иногда проскакивают, но ничего страшного. Там Огак, если что, с боевого почистит. То есть, не столь критично. Если у вас рейты нету, то в принципе придется идти на крайние меры и ставить Викука, потому что нам здесь нужна именно чистка и подхил. Кроме него, тут в принципе этого уже никто и не обеспечит, поэтому идем на крайнюю меру тогда и ставим его. Также даем кучу хпшек ему, он у нас хилит, я так понял, от здоровья цели, поэтому всякие там просвещенности нам тут не нужны. Также можно поставить, скорее всего, вообще часы, чтобы он в цикл попадал, и собрать точности, чтобы он вместе с Огаком кидали штраф атаки именно с боевого навыка. Это как вариант именно замены. Ну и перейдем к всеми любимой команды ауры. Тут у нас тоже подверглись изменения, но также будет два варианта команд, так как один вариант у нас будет дорогой, я его потом уже рассмотрю, это для тех, у кого Анелизис имеет пробуждение, потому что есть вариант, с которым урона больше, но допустим у меня команда не живет, так как у меня Анелизис +1, но есть еще вариантики поинтереснее. Допустим, если вторая пробуда дает нам увеличение урона, то третья увеличивает и урон, и ОЗ, что влияет на нашу выживаемость. Поэтому именно с третьей пробудой, чем выше, тем лучше, конечно, команда во втором варианте будет стоять до конца. Рассмотрим пока что первый вариант. По сравнению с прошлой командой у нас изменились тайминги. Теперь мы используем вот такие, это очень важно. Поэтому меняем на вот это вот все. Сразу сейчас покажу урон. Кто меня часто смотрит, в принципе, в курсе, что по дауру шмотки не очень. У меня акцент на другие команды. В принципе, 1 450 000 000 я набить смог. Также тут еще рандом присутствует, так что думаю, 1,5 выжать можно. Второй вариант будет бить. Вот человек там скрины кидал. Я сейчас даже покажу. Да, второй вариант, тут уже все пятые, 2 миллиарда. Но это будем менять потом тайминги. Конечно, для единиц уже, но мало ли кто там смотрит, у кого-то может пятое. Так что тоже как дополнение скажу, что нужно будет поменять. Анелизис у нас будет в сопротивлении, также ускорение. 61, я так понял, здесь не нужно особо. В идеале сделать 57. Точность мы больше не берем, так как нам нужно и выживаемости куча, и не ловить вот эти все порезки, поэтому делаем упор именно на сопротивление. Видел варианты, где ставят ребра, но рогами урона больше. Также можете поставить сферу, тут уже потестите, как у вас будет лучше. Таланты берем вот эти. Таресия вообще без изменений, ее будет заливать шахла, там все хватает, и как раз они ходят ровно так, когда надо. Дианта, сопротивление и защита. Все, атаку я и вообще убрал, тут нужно именно выживаемость, поэтому переодеваем ее. Не забываем про ускорение, которое нужно собрать, но в принципе за счет перчатки можно чуть-чуть меньше, так как она это все нагонит. Таланты берем вот эти. В принципе, с такими вот характеристиками, которые вы видите сейчас на экране, команда у меня живет без проблем вообще до конца. Линкас также ускорение и сопротивление. И на выживаемость также берем характеристики, чтобы он не умирал. Таланты берем вот эти. По поводу вот этого артефакта, кто-то ставит кнут,
кто-то ставит мантру. Мне с мантрой понравилось больше. Почему так? То есть с кнутом что у нас происходит? Мы кидаем на босса дебаф. Опять-таки кидается он не всегда, там рандом. Он может его вообще не кинуть, может кинуть только на миньонов, может кинуть только на босса, может вообще ни на кого не кинуть. Поэтому мне такой вариант не понравился. Что дает нам мантра? То есть она дает нам баф на сопротивление. А как мы знаем, за каждый действующий баф у нас увеличивает колокольчик урон на 15%. Поэтому в принципе то на то и выходит. Но с мантрой проще собрать сопротивление. То есть как-никак все равно бонус он дает. Поэтому ускорение то же самое идет. Также точность можно будет вообще не собирать, потому что мы дебаф не кидаем. То есть нам будет проще выживать на линкосе. Плюс меньше сопротивления можно будет собрать нашим героям. Это у меня вот такой калечный. Поэтому не хватает здесь таланта стервятника. Ну ничего. В следующем сезоне, думаю, эту ситуацию исправлю. Расстановка вот такая остается. И давайте сразу сейчас быстренько покажу вариант, который, так сказать, для китов. Тут мы, конечно же, надеемся на рандом, ставим плеточку, но я бы поставил мантру. Там, в принципе, тоже разница никакая. То есть тут мы либо рандомим, либо ставим мантру и получаем то же самое, только уже без рандома. Тут уже на ваше усмотрение. Линкос ускорения 100+, так урона больше выходит почему-то. Это я рассматриваю конкретно код. По коду создана команда, который человек набивал 2 миллиарда уже на усиленном боссе. Поэтому как-то вот так. Также поменялись тайминги сразу. Сейчас покажу их. По сути, они старые остались, только чуть-чуть изменено. Вот такие тайминги. Это уже для усиленного, для тех, у кого Таресия. Ой, не Таресия, а Анализис третьего пробуждения и выше. Может, просто кому-то повезло и выпало, может быть, кто-то просто очень много крутил. Также шахла, точность. У меня тут что-то маловато, тут нужно побольше, но где-то 300 плюс точности нужно будет, и сопротивление тоже 300 плюс. Таланты вот эти оставляем. Ну и также все на выживаемость и на сопротивление. Дианта тоже все остается так же. 68 ускорения будет достаточно за счет шмотки. Ну и также сопротивление плюс раздача. Я особо их не одевал, это просто загруженный код. И также еще момент вот здесь. Также либо 57, но в идеале вообще сделать 75 ускорения, тогда урона будет больше, если вы сделаете именно 75. Ну и Таресия также без изменений будет. Характеристики тоже внимания не обращаем, это просто загруженный код. Следующая команда у нас идет команда Ледяного Взрыва. Немного изменен прошлый вариант. Урон я почему-то скриншот не сохранил, поэтому в конце обзорчика мы сделаем автобой, и я покажу вам, какой урон наносит данная команда. Что я здесь изменил и почему. Тайминги у нас теперь вот такие, и в разломе у нас будет теперь шина. Сейчас давайте я бой сразу запущу и объясню, что, почему и как. Так как раньше у нас Вориш, получается, кидал запрет и все счищал, то на прежних таймингах, если он кинет запрет, при старых именно таймингах, то босс просто возьмет и счистит этот самый запрет. Также почему у нас будет именно так, уже что-то пошло не то, потому что шина дала поздно разлом. Тоже есть такой рандомчик у нас. Да, у нас в разломе теперь шина. Сейчас я вам покажу именно, как должен проходить именно идеальный бой без косяков. Также, возможно, нужно... не, все нормально. Хотел уже пета затаймить, потом вспомнил, что у нас 2 саппорта. Вот у нас должен, получается, разлом у шины в идеале кидаться сразу. Не тогда, когда она захотела, либо вообще не кидаться. Вот, сейчас пошло все хорошо. То есть, почему я убрал у Вориша разлом? Потому что здесь он уже кидает чистку, но в старый тайминг мы не попадаем. То есть, либо мы кастуем в тот тайминг, который сейчас, и на этом скилле у нас будет один дебаф. Соответственно, босс не призовет миньона. Если на Ворише будет разлом, то босс, соответственно, призовет книгу. Если мы ультанем раньше, чтобы дебафы сюда не зашли, то босс их счистит. Поэтому принято было решение с Вориша снять разлом и поставить его уже тогда на шину. И шине выстроить тайминг такой, чтобы когда она кидала разлом, либо он уже фиг с ним вообще счищался, либо начинался тогда, когда это вот допустимо, то есть перед Воришем. То есть у нас, получается, идет разлом, следом Вориш уже все счищает, но на втором цикле, соответственно, мы уже будем без разлома. Если мы его кинем, то вылезет книга, нам это не нужно. А так, в принципе, команда живет вообще легко, потому что, опять-таки, нет миньонов, которые бафают босса, никто нас особо тут не бьет, бьет нас только босс, всяких там рук, которые нас толкают, нету, книжек нету. Вот поэтому довольно-таки доступный вариантик, я бы сказал. И даже я его в этот раз буду использовать, так как команда горения там просела, но тоже как вариант тоже
тоже зайдет. Так, давайте сейчас рассмотрим уже, что вообще тут происходит, как его я одел. Вернемся опять к таймингам. Теперь вы поняли, почему, что и как. Вот такие я использую. Шина на 10 и, соответственно, на 25 дает у нас разлом. Может быть фейл, только если она его кинет очень поздно, так как, допустим, мало точности будет, и, допустим, на последних там сосульках он кинется, да-да-да, будет все печально. Но просто реролим и ждем нормальный трай. Все, остальные у нас вообще без таймингов, кастуют, когда хотят. Сова кастует как только, так сразу, потому что ускорения у нее не так много, как у шины, но у нее есть перчатка, которая со временем даст нам нужное уже ускорение на сове. Билдель без таймингов и по сопротивлению. Билдель мы не собираем сопротивление, ей это здесь не нужно, так как основной урон у нее это боевой навык. То, что нам босс там режет ульту, вообще пофигу, ничего страшного. Все, она у нас таки остается, собираем в урон, шанс крита, атака, ну и уже на сдачу, но не в приоритете крит урон. Воришь. 65 ускорения мне здесь в принципе хватает, так как есть талантик. Перчаточка по-любому, которая тоже позволяет нам добрать. Вот эта шмотка. Ну и вверх, соответственно, из станцета ради ускорения. Все, таланты берем вот эти. Ну и, соответственно, сюда ставим артефакт, либо альянс ангелов, либо сферу, либо вообще что-нибудь на урон, короче. Филосия. Ускорение, куча сопротивления, раздача сопротивления. Ну и просвещенность на сдачу. Ну и таланты все, что связаны с хилом, с сопротивлением и так далее. Сеты все на щиты. Ну и ребра, куда же без них. Сова Предгунда у нас. Кстати, здесь можно талантик, если что, взять на подхил, если не будет стоять нормально. Я бы, наверное, так и сделал бы. Далее, если нет артефакта совы, то ставим сферу на щиты, которая даем кучу сопротивления, перчаточку вот эту обязательно. Ну и все остальное уже в кукольнике собираем доп статы, шанс крита, крит урон. Атака не в приоритете, только допы, чтобы как можно лучше бафнуть нашу Билдель. Ну и шина, выжимаем ей сколько можем ускорение. И все это дело дополняем вот этой шмоткой. Куча сопротивления и точность. Также шмотка на раздачу урона вокруг себя. Таланты взял вот эти. Также, если вдруг стоять не будет, то берем талантик на подхил. Все, ну и как я уже сказал, она у нас будет в разломе. Поэтому как-то вот так будет она выглядеть. Ну и давайте сразу-то посмотрим, раз я скрин не сделал, сколько набьет данная команда. Точно помню, что больше, чем горение. 386. Прошлый трай у меня вроде был больше, но опять-таки немножко здесь рандом присутствует. И в любом случае это лучше, на что можно рассчитывать, учитывая реалии, насколько просел урон у всех команд в принципе. И сейчас сразу покажу команды горения. Они у нас идут как дополнительные команды, потому что наносят урона мало, но нам-то все равно нужно чем-то бить. Поэтому, если по какой-то причине вы какую-либо команду собрать не можете, то в бой вступает уже команда горения. С выживаемостью у них тут фиговенько все. Это вариант с Крисосом. Тут у нас двое не дожили, но 330 тем не менее набили. Поэтому я говорю, что Билдель наносит урона больше. Плюс здесь Крисос вообще третий. Вот поэтому вариантик такой себе, но только как резервный. И вот вариант с Адольфусом и Синарелом. Тоже вот эта парочка у нас здесь померла под конец. Но Дуремчик и саппорты дожили до конца. 307 миллионов. Конечно, тоже такое себе, но что поделать. Команды эти делал, просто тестил детокс, поэтому давайте кодики его посмотрим. Также их тоже в описании, в принципе, приложу. Так вот он надел Синарельчика у нас. В принципе, прям долго по по характеристикам тут бегать мы не будем. Вообще Крисос третий. Вот такой вот у нас Пайкстон. Тоже смотрим таланты, какие брал. Арф 74 ускорения. Походу просто не переодевал с прошлого варианта. И Дуремчик. Урон и точность. Да, в чем прикол? Тайминги он тут не использовал, потому что смысла нет. Просто на пролом, короче, бил и все. Откат 15 только у саппортов и все. Ну и вариант с Адольфусом. Тоже тайминги используются вот такие. Точнее, по сути никакие. Только на Синареле откат 15 и все. Все остальные бьют просто куда попало. Ну из прошлого варианта ничего не поменялось. Просто на Адольфуса перекинулись мотки на Сапру именно с Крисоса. Все. Ну и упор, соответственно, на точность тоже уже не делается, потому что штраф атаки он у нас не кидает. Точность ему не нужна. Поэтому просто просвещенность и сопротивление. Все. Таланты вот эти. Но это уже как крайний вариант, так сказать. Следующая команда у нас будет команда неустрашимости. Сразу скажу, что
Маштура тут мы можем заменить, так как мы будем бить просто одну цель и все. Так же, как по аналогии было с Билделью. Те, кто использовали прошлый вариант с Натаниэлем, в принципе поймут, о чем я, что команда даже с Натаниэлем живет вполне себе хорошо и наносит достойный урон. Поэтому Натаниэль сюда тоже зайдет. Сейчас я тоже объясню, что с ним делать, и тайминги ставить и так далее. Ну и если есть Ирмуш, то можно поставить его тоже. Но так как он штрафы кидает, нужно будет тоже пару моментов соблюдать с ним. Давайте сразу перейдем к таймингам. И в принципе, чтобы не ходить вокруг да около, покажу урон уже на усиленном боссе 1 030 000. То есть в принципе потеря минимальная относительно, поэтому считаю, что неустрашимостью бить это просто must have здесь. Ну в принципе как и ауры. Тут я использую цикл 30, это очень важно, так как это то, что разломы, как я уже говорил, у нас будут слетать, поэтому нет смысла там как-то их делать 17, 18, 16, нет, урона будет меньше намного, поэтому делаем так. Плюс, если у нас будет Кульвида ходить с другим циклом, то мы уже не будем бить одну цель, будут опять уже вылазить всякие книжки и так далее. Руки, это нам не нужно. Поэтому миллиард мы набиваем уже с циклом именно в 30. Маштур и Тамар у нас именно на таких таймингах, потому что важна последовательность. Сначала атакует Маштур просто для того, чтобы дать бафы. Все. И дебафы его должны закончиться перед первым скиллом босса. Это очень важно. Если у вас он вдруг на 4-м пробуждении, то нужно будет их снять и вернуть на 3-е, так как из-за этого мы можем просто все зафейлить вообще. Все, то есть Маштур нам здесь просто ради вот этих бафов, которые он дает на атаку и на усиление сопротивления. Все, больше от него тут вообще ничего не требуется, поэтому в принципе можно воткнуть и Натаниэля. Также на такой же тайминг сделать ему цикл 15 постараться. Если цикл не получится 15 сделать Натаниэлю, то просто ставим его там без таймингов, как угодно, просто чтобы он нам кидал щитки, ну и соответственно подхиливал. Чистка там от него не требуется, потому что дебафы мы ловить тут не планируем. Вот, а так почему именно такая последовательность? То есть сначала у нас бьет Маштур, дает штраф точности, это позволяет именно Тамаре собрать просто меньше сопротивления, хотя учитывая, что и кроме точности и сопротивления здесь ничего особо и не надо, поэтому с этим в принципе проблемы так не будет. И следом уже Тамар соответственно кидает запрет и счищает усиление с босса. Аналогии также с Воришем. Также если у вас Ирмуш, то тоже ставим его именно перед Тамарой, чтобы никаких дебафов не было от него в ненужный нам момент. Если он накинет перед первым скиллом босса, то все, это хана. Вылезет книжка, либо руки там, либо еще что-нибудь. И уже одну цель мы бить не будем. Все, после того, как происходит удар, то есть давайте я вам сейчас покажу, что вообще происходит. И Кульвида у меня тоже в сопротивлении. Единственный момент плюса Маштура здесь, это то, что он кидает штраф к точности, и на Кульвиде мне нужно будет собрать меньше сопротивления. Но если у вас Натаниэль, то в принципе мы делаем его раздачу сопротивления и также бафаем Кульвиду и Тамар. То есть ставим Натаниэля вот сюда, чтобы он цеплял и Кульвиду, и Тамару. Соответственно, нам тогда Кульвиде не придется делать кучу сопротивления, так как раздаст ее Натаниэль. Ну и будет Тамаре тоже полегче. То есть вы видите, да, у меня здесь 270. Для данного босса это недостаточно, но под Маштуром это будет достаточно. Так же, как и под Натаниэлем. Возможно, Натаниэль даже зайдет лучше, чем Ирмуш. Я прямо уверен в том, что это будет именно так. Далее, почему тайминги именно такие? Почему здесь именно 15, а здесь 13,9? То есть у нас разрыв идет в 1,1 секунды. То есть не сразу мы ультуем Кульвидой, а немножечко теряем урон. Сейчас я вам покажу, что у нас вообще в бою происходит, как правильно должны стать персонажи. Вот собственно идет бой, и в момент, сейчас у нас в любом случае сначала будут руки, потом они уже пропадут. То есть в тот момент, когда идет порезка, наши два дэмэдж дилера используют свои ультимейты. Следом идет уже порезка. Так, у нас тут Кульвиду резанули, к сожалению. То есть так происходить не должно, так как мы урон потеряем. Вот, сейчас я еще раз тогда сделаю трай. То есть в чем прикол? Идет хлопок, перед хлопком ультуют Настенка и Гуинавир, и уже после хлопка ультует наша Кульвида. Но это в случае именно с Маштуром. Если у вас будет Натаниэль, то это в принципе уже и не обязательно. Тут проблема в том, что Кульвида собьет именно штраф точности. Если запрет усиления у нас остается, то штраф точности слетает. То есть если у вас Натаниэль,
то делаем, в принципе, обычный цикл. Допустим, Настенка, Ульвида и Гуиневир вместе. Вот этот разрыв нам не нужен будет. Ставим обычный цикл. Если с Маштуром, то чтобы Кульвида не сбила штраф точности, ставим ее сразу после хлопка. Это ровно 15 секунда. Я не знаю, почему на анимацию уходит столько времени, но если мы на долю секунды поставим кого-то либо позже, либо раньше, то есть если Гуиневир с Настенкой ультанут на 1/10 позже, то они уже в принципе не ультанут. Я сопротивления им вообще не делал никакого. Вот. И босс порежет им ульту. Соответственно, никакого ультимейта не будет. Но если Кульвида ультанет не на 15, а на долю секунду раньше, то она почему-то успевает ультануть до этого хлопка, и все. Штрафа от точности нету, и босс просто берет и режет нам полоску остальным нашим саппортом. То есть ни в коем случае нельзя, чтобы пострадала именно Тамар. Если Тамар порежет полоску, все, это хана, это реролл, ничего хорошего. Вот, допустим, сейчас что-то, блядь, произошло. Да, почему-то она съехала и вылезли руки. Из-за того, что просто почему-то вот сопротивление не сработало и ее порезали. Вот такого быть не должно. Хотя сейчас вроде как все было и нормально. Да, один раз у нас вылезли, но такого быть в принципе не должно. Весь бой мы должны бить именно одну цель, вот как сейчас вы видите на экране. Ну и важные моменты, которые здесь присутствуют, это очень важные моменты. Обращайте внимание всегда именно на сопротивление. Ой, не сопротивление, а на ускорение навыков. То есть, если у меня 79 здесь, то старайтесь подобрать именно столько же. Все, с таким ускорением у меня команды, сами видели, вы сейчас видели бой, в принципе, как он проходит. Вот в таком варианте она успевает и кидать запрет, и счищать тогда, когда нужно. И не кидает вместе с запретом штраф атаки, потому что если совпадет запрет усилений и штраф атаки с боевого, все, это по-любому вылезет книга. Такого у нас не происходит. Маштур, точность и сопротивление. Если у вас будет Натаниэль, то, соответственно, сопротивление и просвещенность. Ульвида, точность, сопротивление. Тут у нас расчет идет именно на раздачу сопротивления. То есть либо баф Маштура, либо раздача от Натаниэля. Все, другого варианта тут не дано. Гуиневир полностью в урон. Все, ничего не меняем. И Настенка тоже полностью в урон. Никакого ускорения не ставлю. То есть тоже здесь 0 и здесь, собственно, 0. Все, при таком раскладе у меня не становится. Также есть один момент вообще мне просто непонятный. У меня здесь 98% шанс крита. Стоит вот этот талант. То есть, ну, бред, да? Но почему-то, когда я ставлю этот, у меня падает урон. Я не знаю, с чем это вообще связано, но причем на порядок просаживается урон. И мне приходится брать вот этот. То есть, почему-то с этим талантом у меня урона больше. Почему, я не знаю. Я не могу ответить на этот вопрос, мне самому интересно. Хотя по логике вещей должен стоять талант вот этот. Так, с данной командой, думаю, разобрались. У кого какие проблемы будут, тоже, если что, пишите либо в Телеграме, либо в комментариях. Следующая команда — это для счастливчиков, у кого есть Лина. Кстати, не обязательно с пробуждением, главное просто ее ульта и пассивка в данном случае. Если у вас Лины нету, будет тяжело, сразу говорю. Поэтому я предоставляю такие варианты, как я вот показывал, с горением и так далее. Потому что не все смогут собрать именно те команды, которыми буду бить я. Поэтому пытаюсь предоставить некоторые альтернативы. Если Лины нету, я просто сомневаюсь, что Ацилия вытащит все это в дело в соло, потому что, ну, очень тяжело здесь, тем более придется давать еще и сопротивление. То есть на первой фазе было тяжеловато, учитывая, что была просто куча просвещенности и ускорения, то сейчас, если мы дадим еще и сопротивление ей, при том, что она еще и раздавать его не может, то будет очень тяжело. Как вариант, конечно, если деваться некуда, то придется, да, конечно, брать, допустим, и Ацилию, и Гиллиан вместе. Понятное дело, что урон очень сильно просядет, но отбивать-то босса все равно надо. Также Гиллиан в соло тоже не вытащит. Тут очень больно нам прилетает, поэтому придется вообще два саппорта. Почему именно Гиллиан? Просто из-за того, что она хотя бы может раздавать сопротивление. И мы сможем сделать примерно хотя бы так же, как мы сделали в данной команде. Тут тайминги мы не используем вообще никакие, но есть свои нюансы. Все, кроме Манелисы, у нас находятся в сопротивлении. Лина может его раздавать, это очень большой ее плюс, поэтому сопротивление и защита. Все, ну и все, что связано с щитами. Глэдис одета вот так, и, соответственно, сопротивление тоже ей даем. Все, таланты вот эти. Также шмоточка на раздачу урона вокруг себя. Ну и бронька на защиту, потому что очень тяжело ей, и она может умереть. Поэтому пришлось дать ей защиты. Ларентиль тоже тут, в принципе, атака с защитой вперемешку, но основной акцент именно на атаку. Он тут живет нормально, и даем сопротивление. Тоже не жалеем. Рунка на сапру и всех возле Лины. То есть, чтобы хватало на 100%. По
поводу Алтона, ему я не стал давать сопротивление, так как он в принципе и так справляется с разломом. Даже тогда, когда происходит порезка навыка, я смотрел бой, и получается разлом у нас еще висит, Алтона босс режет, Алтон успевает заливаться до того, как разлом спадет, и уже успевает накинуть новый, поэтому ему в принципе эта порезка не страшна. Ну и плюс, так как мы его очень сильно разгоняем в ускорение, плюс еще эта перчаточка, поэтому можно здесь обойтись и без сопротивления. Ну и плюс нам будет тогда сложно, если мы в сопротивление уйдем, собрать и точность, и сопротивление, и всякие характеристики, которые именно там ускорение и атака. То есть все это сбалансировать будет крайне тяжело, поэтому от сопротивления я отказался. Ну и Монолиса полностью в урон, никакого сопротивления я не давал, вот как-то вот так. Также артефакт колокольчик. Тут смотрите сами, кому-то лучше именно со сборовским артефактом, кому-то лучше с колокольчиком, поэтому нужно будет подбирать. Но когда ставите колокольчик, учитывайте, что мы по крит урону просаживаемся, но мы не должны ни в коем случае просадиться так, что нас будет обгонять Глэдис. То есть у меня прям вообще впритык все идет 342 и здесь 345. Если Глэдис хотя бы на одну единицу перегонит, все, она начнет тупить, стоять, потому что она бафает персонажа, у которого больше всего крит урона, ну и себя в том числе. В плане она бафает себя и персонажа, у которого больше крит урона, но если этот персонаж и есть она, то все, она стоит, просто тупит, ничего не делает. Ультует, там все летит куда попало. Вот, поэтому ни в коем случае нельзя, чтобы Глэдис перегоняла нашего мейн ДД. Ну и вот такой вот урон смог я нанести данной командой. В принципе, неплохо. До сих пор я вот не пожалел, что крутил сбор, потому что, ну, неплохо он в течение сезона себя показывает. Для некоторых даже он неплохо сыграл еще и на стадии слияния. У кого были проблемы с разъеданием, использовали там сбор. Ну и на финальном боссе, соответственно, тоже сбор зашел у нас неплохо. Ну и последний вариант команды, тут опять-таки их будет два. Это для тех, у кого Лильванис 5, и для тех, у кого она 4 и ниже, вплоть до 0. Потому что тут у нас есть заливка на 5 пробуде, что очень сильно влияет, в принципе, здесь на цикл и на урон. Как я уже в начале видео говорил, что нет смысла делать какие-то циклы там по 16, 17 и так далее. То есть мы либо делаем 15, либо мы делаем вообще 30. Если у вас Лильванис 5, тогда мы делаем 15. Если 4 и ниже, тогда мы делаем тайминги 30 секунд. В моем случае будет 15. Но сейчас я вам сразу объясню. Так же, как в случае, в принципе, неустрашимыми, мы использовали тайминг 30 секунд. То есть здесь мы ставим все 30, 30, 30. В принципе, именно эти тайминги мы сможем использовать при цикле в 30. То есть то же самое все сохраняем, но бьем на 30. Кроме Тиамат. И в моем случае это будет Синтреля. Сейчас я вам все покажу, где она стоит, потому что я вот даже в своем варианте пробовал делать Ирзилоса, даже несмотря на то, что у него пробуждение есть ускорение, я ему давал кучу ускорения в рунах. Так, блин, здесь я, кстати, тут я прокосячил. Получается, команда может даже больше набить. Забыл поменять броню. Сразу покажу урон. Как мы только что выяснили, это с неправильной броней. Там должна быть броня на увеличение урона вокруг себя. Ну, вот как-то так. Удивило, прям удивило, молодец. Лильванис уже который сезон прям радует, то мы ее хороним, она все не похоронится. Также по поводу Тиамат, не у всех она 5, понятное дело. Нам нужно будет выжать именно вот это вот ускорение. Оно есть в пробуждении, у кого нету, что мы делаем? Вот эта вещь здесь не нужна, и придется лишить себя вот этой, либо вот этой вообще. Да, я бы заменил бы вот эти две. На что я их, собственно, заменил бы? Берем, просто ставим две части из стан-сета. Соответственно, здесь ставим на сопротивление какую-нибудь броню именно из этого сета, и сюда также шмотку из стан-сета. То есть все, здесь мы получим 20 ускорения таким способом. Нам главное ставить именно вот эти. То, что у нас Тиамат находится вот здесь и в принципе бафает своей шмоткой только Синтрелью. Все. Поэтому по урону мы тут особо не просядем. Ну и эта вещь вообще тут не нужна, тут не принципиально, что стоит. Главное это фантазия барда, очень важно. И на дебафы, соответственно, тоже, чтобы повысить урон Лильванис. Таланты берем вот эти, остальное ускорение добираем в рунах. То есть если мы здесь сделали 20, то соответственно 41 нужно будет здесь уже наковырять. Обязательно сопротивления много, и точности в принципе мне здесь только хватает, потому что у нас есть талантик,
который помогает все это дело облегчить. Далее, Синтреля. Почему именно она у меня в кукольнике? Потому что на Эльзилосе он иногда ловит станы, мне это не нравится, и, соответственно, начинает съезжать. Сколько бы ускорения ему не дал, все равно он съезжает. Следом за ним съезжает Тиамат, и, в принципе, вся наша затея рушится. Потому что весь урон это за счет того, что вылазит 4 руки. Тоже сейчас все это покажу дело, поэтому на Тиамат обязательно сохраняем вот это ускорение, сопротивление, чтобы она ни в коем случае не съезжала. Если съедет, все, хана. Но, в принципе, у меня был бой, что она съехала, и я руками ее подправил. Причем подправил я ее даже чуть-чуть раньше. Подправил ее где-то вот здесь. То есть я отключил автобой и уже руками ее здесь вот проклацал. И бой уже именно продолжался нормально, так как я и планировал. Поэтому, если съедет вдруг, ничего критичного. Просто ручками подправьте и все. Вернемся к Синтреле. Обязательно вот эта шмотка, чтобы по ускорению она выехала. То есть 45 плюс талант и вот эта вот шмотка. Все, нам этого достаточно, чтобы бой шел хорошо. Ее босс особо-то не трогает, может там разочек куда-нибудь сюда швырнуть, и все, она будет там дальше стоять, все нормально. Далее, вот этот ряд. Тут уже поинтересней. Ирзилос. Тут, в принципе, лучше все-таки ему дать вот эту шмотку, которая у меня сейчас на Бернет, потому что Бернет бегать туда-сюда задолбало уже. Да, так что давайте-ка их мы местами все-таки поменяем. А Бернет тем временем можно, в принципе, поставить вот эту броню, потому что, больше шмоток таких, которые апнут урон именно благодаря ей, как бы и нету. Все, она там раздала статы, все, больше она сделать ничего не может. Поэтому в идеале, да, можно вот эту шмотку поставить, будет еще лучше. Хотя я и так 60 ускорения и тут выжал, то, собственно, неплохо. По статам. Все полностью в защиту, потому что единственный саппорт, который нас что-то тут подхиливает, это Тиамат. Все, тут очень сложно стоять, но сложно стоять именно без пробуждения. С пробуждениями не стоят вообще налегке весь бой, поэтому это уже для видео я тут показываю, как тут кого собирать. В дальнейшем уже, да, можете траить, пытаться повышать атаку. Все зависит от того, как у вас будет команда стоять. То есть мне тут вообще есть куда еще расти. Я могу добавить больше атаки, так как я, в принципе, стою здесь неплохо. Вот, то же самое с Бернейт. Но ей тут вряд ли придется что-то понижать, потому что она тут у нас на первом пробуждении, соответственно, характеристики такие себе. Поэтому именно на ней я бы не стал что-то менять. Все, пусть вот столько защиты у нее и будет. И сопротивление тоже на всех не забываем. На Ирзилосе, на Синтреле, все. А по поводу Лильванис, тут получается у нас что? Она у нас заливается, она очень сильно заливается. Поэтому никакого сопротивления я ей здесь не давал. Вот как-то так она у меня собрана. Опять-таки, это вариант для тех, у кого именно Лильванис 5. Если Ливанис не 5, что мы делаем? Сделали цикл 30, и, соответственно, вот это вот все сопротивление нам здесь вообще не нужно, потому что у нас цикл будет 30 секунд. То, что нам там босс будет резать, это все не важно. Это касается именно Ирзилоса и Бернейт. То есть им мы сопротивление уже можем убирать. Синтрели нет, потому что она у нас в кукольнике, она бафает Тиамат, именно заливает. Это важно. Если Тиамат собьется, все пойдет не так, как надо. Но за счет того, что сопротивление мы убираем, даем уже больше атаки, больше защиты и бафаем с двух сторон, соответственно, Лильванис. Поэтому тоже по урону, в принципе, как-то скорректируйтесь и компенсируйте вот эту разницу. То есть тут у нас куча сопротивления, мало характеристик раздают, но цикл 15. Если цикл 30, соответственно, никакого сопротивления, куча атакующих характеристик раздается, и уже хоть как-то что-то Лелька сможет здесь надамажить. Давайте покажу, что как происходит и чего мы тут вообще добиваемся. Главное, чтобы никто не съехал. Все, вроде все нормально. Вылезло 4 руки. Бой идет, Лельку порезали. Она залилась еще и раньше, чем все остальные. И что идет дальше? Здесь у нас разлома нету, потому что босс его счищает, но ничего страшного. Все, здесь у нас бафы прекратились, которые с боевого были накинуты, и опять вылезло 4 руки. То есть задумка в том, что весь бой должно быть именно 4 руки. Да, к сожалению, нельзя сделать так, чтобы здесь тоже кидался разлом, потому что если мы чуть-чуть сдвинем Тиамат, и она будет ультовать здесь и вешать разлом, то этот дебаф дойдет вот сюда. Если он дойдет сюда, вылезет книга, начнет кидать нам штрафы, нам это не нужно. Вот, к сожалению, сейчас у меня что-то все-таки пошло не так. Но тоже ничего страшного. Сейчас посмотрим, получится ли это исправить или нет. Обычно я такой реролю, потому что каждый бой, он, допустим, сейчас все выровнялось. То есть куча рандома все равно присутствует, поэтому если что, просто реролим. А так, видите, вроде как косячок и был небольшой, но потом опять все выровнялось и 4 руки опять вылезло. То сейчас опять все нормально. То есть у нас боевой, получается, штрафы кидает прям сразу после того, как босс
босс активирует свой первый скилл. То, что потом, там уже это нам не интересно. Что должно происходить, вы разобрались. Также по поводу разъедания я им просто вообще здесь не бил. И пока что времени особо не было им заниматься. Но думаю, все будет так же, либо через сопротивление, либо еще что-то там выдумывать. Но для рук вот эти все порезки это очень критично. Сомневаюсь, что вообще имеет смысл им бить. Поэтому проще вообще горением вот так вот ударить, как я показывал. Вот, на этом в принципе все. Будем заканчивать. Вот такие вот у нас составчики. Всем спасибо за просмотр. Кому там что непонятно, пишите в комментариях, либо в телеграм-канале. Также вступаем. Ссылочки в описании. До скорых встреч. Всем пока.